Привет. Приветствую вас. Давай сразу скажем зрителям, что твой образ и ты это совсем разные люди, естественно. И поэтому очень хочется узнать, какой ты именно. Ты хорошо играешь, но, наверное, сложно будет отделить образ от самой личности. Расскажи пару слов о себе. Ну, в первую очередь я актер, а задача любого актера сыграть то, что хочет видеть режиссер. В данном случае это был образ абсолютного мирового зла. За всю актерскую карьеру я сыграл много персонажей, большинство из которых положительные. Зритель должен понимать, что негодяев и злодеев тоже кто-то должен играть. Как правило, это положительные, позитивные люди. Лично я творческий человек, пишу картины, музыку. Люблю искусство, обожаю детей. Дети есть у тебя? Да, есть у меня сын, взрослый уже 18 лет. Слушай, а твой образ тебе ближе все-таки положительный или отрицательный герой? Кто ты больше? Может быть, ты антигерой или все-таки ты положительный? Нет, мне все-таки ближе положительные герои, потому что отрицательные не по душе как-то не Хотя лежат. на экране ты прям вообще талантливый подлец. Но есть такое, да, много персонажей, которых я сыграл, и отрицательных тоже, поэтому тут зрителю только решать, Большой опыт и что, бэкграунд. что мне больше подходит по типажу. Расскажи о своей роли и образе в проекте. Когда мы пообщались с режиссером, она мне объяснила суть моей роли и образ моего персонажа. Я сразу понял, что для меня это будет незабываемый опыт. И я сразу начал собирать образы всех диктаторов и адаптировать их под себя. Диктаторов в смысле? Ну, диктаторов со всего мира, которые были в истории, которые есть. Образы разные были, поэтому я как бы старался это объединить в один образ и донести до людей, что каким бы глобальным не было бы людское зло, все равно остается частичка добра и света в человеке все равно. У тебя хорошо получилось. Спасибо. Как проходила работа на съемочной площадке? Расскажи. На съемочной площадке обстановка была очень положительная и доброжелательная, благодаря тому, что еще съемочная группа не уступала площадкам большого кино, как и российского, так и зарубежного. Это еще и благодаря тому, что и в съемках участвовали калининградские специалисты, с которыми мы бок о бок уже прошли многие проекты. Отдельную благодарность я хотел бы выразить режиссеру Алине Верепье, которая уделяла особое внимание ко всем мелочам, очень внимательна была ко всем актерам, все было четко. И, конечно же, Димаш. Вроде бы снимали клип, но обстановка была такая, что снимали такой грандиозный, масштабный блокбастер. Это было просто супер. Все было четко, грамотно сделано. И внимание режиссера было ко всем мелочам, ко всему вообще просто. Слушай, расскажи о роли Димаша. Как тебе его образ? И вообще, Димаш как актер, как он? С точки зрения актерской работы, мне очень понравилось работать с Димашем. То, как он погружался быстро в свою роль и в образ свой, это заслуживает особого внимания. То, как он передал эмоции своего персонажа, это еще большего внимания заслуживает, потому что очень было достоверно, очень с чувством, гармонично и достойно. Я думаю, это еще благодаря тому не только потому что он замечательный актер, но еще и благодаря тому, что он замечательный сценарист. Когда он писал этот сценарий, я думаю, что он вложил всю свою душу и личные переживания. А он сам писал сценарий? Да, конечно, он сам написал этот сценарий. Много дублей было, когда играл он роль? Дублей было не очень много, у нас как-то все обоюдно, мы схватывали на лету буквально все сразу, погружаясь моментально практически. Он не уступал профессионалам моего дела и достойно работал на площадке. Слушай, а до этого ты что-нибудь знал о Димаше? Я слышал его выступления, видел, где он выступал на шоу «Голос» в Китае, где он выиграл. Насколько я знаю, он выиграл это шоу. Вот. И то, как он исполнил композицию, если я не ошибаюсь, SOS. Как вокалист? Да, как вокалист меня очень поразило. До глубины души очень талантливо было исполнено. Вот это было первое мое знакомство с его творчеством. О чем все-таки песня «История одного неба»? Есть мнение, что Димаш таким образом пытается обратиться к человечеству.
Это, конечно, сложно ответить, но я постараюсь правильно выразить свои мысли. Я считаю, что это определенное обращение к людям, обращение, которое каждый может воспринимать по-своему. Кто-то может думать, что дело в любви, кто-то может думать, что в ненависти, кто-то в дружбе. Но лично я считаю, что авторы пытались донести до зрителя абсолютно простые истины, которые должны быть в каждом сознании каждого человека. Давай, расскажи, за последний год что вообще нового? Какие проекты, где участвуешь? Я прохожу кастинги, участвую во многих проектах. В рекламе снимаюсь, эпизодические роли. Последний мой проект – это полнометражный фильм «Соло» режиссера Ярослава Карделла. Вот. И такой же масштабный проект – это «История одного неба» Димаша Кудайбергенова, где я сыграл роль главную антагониста. Ну а так, не хотел бы пока рассказывать, много что ждет впереди, много что будет, поэтому смотрите, внимание обращайте за новостями, которые я специально для вас буду отписывать и снимать специально в хорошем материале, чтобы вы были в курсе всего происходящего в моей жизни и карьере. Она не готова, поэтому спасибо. От души пришли. Спасибо. Круто сыграли, кстати. Я посмотрел на плейбеке. Вообще супер. Четко, стройно. Ну, четко, профи. Хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я так хочу быть с тобой.